Приветствую вас, дорогие, на канале «Ожившие книги». Продолжаем с вами читать новые главы. Приятного вам прослушивания. Глава 10. «Как у тебя дела?» Сразу переходя к делу, спросила Пэттинс у Джесси. Женщины отошли в задний угол магазина, где можно было спокойно поговорить. Джеб хотел, чтобы я зашла вчера, но потом решил, что тебе, возможно, понадобится немного больше времени, чтобы прийти в себя. Все в порядке? Сет хорошо поладил с девочками. А с тобой? Джесси ответила прямо. Он не обязан ладить со мной. Но Джеб хотел знать, хорошо ли он с тобой обращается. Ну, в таком случае передай ему, что со мной все в порядке. Мы нормально общаемся. Кстати, как дела у Джеба? От постоянного лежания у него побаливает спина, но не считая этого, все идет хорошо. Отлично. Мы с девочками зайдем в воскресенье, чтобы повидаться с вами. Будем ждать. Может, к обеду? Звучит заманчиво. Что мне принести? Себя и девочек. Обо всем остальном я позабочусь сама. В какое время? Приходите в полдень. Если я задержусь в церкви, то зайдите через заднюю дверь. А теперь, Джесси, пока я не забыла, у тебя есть нитки такого цвета? Спросила Пэссиенс, доставая из висящего на поясе редикюля кусок нитки. «Не знаю», – ответила Джесси, ощупывая пальцами нитку цвета корицы. «Возможно, тебе стоит спросить у Джанет». Мастерская Джанет закрыта по понедельникам. «Ну, тогда давай пойдем и посмотрим». Женщины застали Сета за прилавком. Он обслуживал хорошенькую темноволосую женщину, которая хотела заказать что-то из каталога. Кланси сидела на прилавке, наблюдая за процессом, а Ханна крутилась около дверей. Как только женщина сделала заказ и вышла из магазина, Кланси обратилась к отцу. «Скажи мне теперь», – строго сказала она отцу. «Ну?» – начал Сет, старательно думая. Клетки похожи на мокрое печенье. Явное отвращение, отразившееся на лице Кланси, заставило ее мать и Пэттинс рассмеяться. Только теперь Сет заметил, что за ним наблюдают. Он повернулся, присел на прилавок и скрестил руки на груди. На его лице был вызов. «Ну, дамы», – произнес он с легким сарказмом. «Если вы полагаете, что можете описать клетки лучше, то сделайте милость». Джесси открыла рот и тут же его закрыла. Пэттинс, однако, была не прочь попытаться. Тесто для клеток немного похоже на тесто для печенья Кланси, но его не пекут на сковородке. Нужно набрать полную ложку теста и положить его в кипящий соус. Тогда клетка получается немного влажной сверху, а внутри она легкая и воздушная. «А почему они мокрые?» – спросила Кланси, не в силах оставить эту тему. Ее мать попыталась объяснить, но ей это не удалось. В какой-то момент Джесси подняла глаза и увидела, что Сет смотрит на нее. Его лицо выражало довольство по поводу того, что у нее не нашлось лучшего ответа. «Для чего тебе понадобилось упоминать о клетках?» – пробормотала Джесси, бросая на него резкий взгляд. Но Сет ничуть не выглядел виноватым. Он слегка пожал плечами и сказал: «Мы просто обсуждали еду, которая нам нравится». Джесси закатила глаза, поняв, что если она хочет, чтобы Кланси отстала от нее, то в ближайшее время ей придется приготовить клетки. «Я никогда не думал», – признался Сет Джебу в тот вечер за ужином, «что мне когда-нибудь так сильно захочется поговорить с пастором Инглишем. Когда я сидел в тюрьме, у меня возникла масса вопросов. Когда я жил в его доме, то не предполагал, что наступит время, когда я буду готов отдать все, что угодно, чтобы услышать его ответы на мои вопросы». «А вы помните хотя бы что-нибудь из того, что он говорил?» – спросила Пэттинс. «Ничего определенного я не помню.
Я помню только, что он был очень открытым и честным человеком. Он прямо говорил, что он молится за меня. Возможно, я даже благодарил его за это, но мне никогда не приходило в голову спросить его о том, почему он это делал. Сет остановился и внимательно посмотрел на пожилую пару, после чего спросил. Он уже умер? «Да», — ответила Пэттинс. «Он был очень болен, когда переехал от нас в Денвер. Думаю, что после этого он не прожил и года», Но он на небесах, — сказал Сет. «Да, это так». он первый человек из тех, кого я знал, кто отправился на небеса. Долгое время я не задумывался, существуют ли небеса вообще. Но теперь я знаю, что у меня там есть друг в лице пастора Инглиша. Это меняет мое представление о небесах и о вечности. «Это большое счастье», — согласился Джеб. Для меня таким человеком стал мой отец. Конечно, мне все больше всего хочется поговорить с Иисусом, но сознание того, что мой отец – человек, который помог мне найти спасение, теперь находится там, означает для меня очень многое. Сет какое-то время молча смотрел на своих собеседников, после чего заговорил. Я не могу выразить, как сильно мне хочется говорить с Джесси так, как я говорю с вами, с Райланом и Бри, но я не могу этого сделать. Она не поймет. И ее отец тоже не понимал, сказал Джеб. Мариан была немного более восприимчивой, но Хирам никогда. А Джесси очень похожа на него, добавила Пэттинс. Ей стало немного не по себе, когда она узнала о том, что к ним придет Сет. Но теперь она была рада, что послушалась своего мужа и предоставила Сету возможность рассказать о себе. Это действительно так, Согласился Джеб. как вы общаетесь с девочками? Я вижу, что я им понравился, но они не знают, что со мной делать. И Джесси все еще очень осторожна, хотя я не виню ее в этом. Я не оправдываю то, что ты сделал, Сет, Заговорил Джеб. но я надеюсь, ты понимаешь, что после рождения Кланси уже не имело значения, когда ты вернешься. Я даже не спрашивал ее, получала ли она от тебя какие-то вести. После рождения Кланси она снова стала называть себя Джесси Виллер. Она не видела другого выхода. Все выглядело так, будто бы тебя вообще никогда не существовало. Я думаю, что для нее это был единственный способ выжить, предположила Пэттинс. Я тоже так думаю, Согласился Джеб. Виллеры всегда умели держаться. Сету никогда не приходило в голову ничего подобного. Но это было правдой. Его жена снова стала Джесси Виллер во всех отношениях. Если бы не девочки, то было бы трудно найти какие-то доказательства того, что он когда-то побывал в Токенкрик. Пожалуй, мы тебя слишком сильно озадачили, Сет. Спросил Джеб, наблюдая выражение лица молодого человека. Мне действительно есть о чем подумать, но со мной все в порядке. Ну, я не хочу загружать тебя еще больше, Сет, но я должен перед тобой кое в чем покаяться, заявил Джеб. При этих словах хозяина дома Сет едва сдержался, чтобы не моргнуть от удивления. Когда ты жил здесь, мы недостаточно часто приглашали тебя к себе и не сдружились с тобой как следовало бы, иначе ты мог бы прийти ко мне и рассказать о своих переживаниях вместо того, чтобы уезжать. И я очень сильно сожалею об этом. Спасибо, Джеб, проговорил Сет тихим голосом. Он был потрясен. Пэттинс почувствовала, что ее глаза наполняются слезами. Она встала из-за стола и отправилась за пирогом. Она не стала суетиться, а спокойно порезала его на большие куски и поставила на стол. За десертом мужчины продолжали говорить о тех переменах, которые Бог помог совершить в их жизни за последние 8 лет. И еще до того, как отправиться к Джарвикам, Сет был уверен, что он больше никогда не допустит подобной ошибки снова. Даже если у него возникнет соблазн уехать, он сначала придет сюда.
Джанет никогда не видела, чтобы кто-нибудь действовал так нерешительно, как шериф Нейт Кадерли. После того, как она упомянула Хезер о его возможном интересе к ней, прошло много месяцев, и Джанет продолжала наблюдать. И она не осталась разочарована. Нейт действительно был неравнодушен к Хезер. Джанет была уверена в этом, но он ничего не предпринимал. И что же Хезер? Она пребывала в полном неведении. Джанет наблюдала и за ней, полагая, что внимание девушки должно было привлечь то, как шериф при любой возможности засиживается в ее обществе или как он ласково говорит с ней. Но до сих пор девушка так ничего и не заметила. «Вы сегодня не собираетесь открывать свою мастерскую, верно, Джанет?» – спросил Райлан, застав Джанет около входа. «Нет, я просто зашла за кое-какими бумагами», ответила Джанет рассеянно, продолжая скользить взглядом по улице. Райлан оглянулся назад, после чего снова посмотрел на Джанет. Некоторое время он рассматривал ее, а затем сказал. «Мне кажется, что вы за кем-то следите». «За Нейтом Кадерли», призналась Джанет. «Только не говорите мне, что вы потеряли из-за него голову, Джанет!» Продолжал Райлан уже более серьезным тоном. «Конечно же нет!» Воскликнула Джанет со скептическим смешком. «Это хорошо, поскольку Нейт уже потерял свою голову». Джанет схватила его за руку. На ее лице была надежда. «Он влюбился в Хезер?» «Конечно!» – ответил Райлан с ласковой улыбкой. «В кого же еще?» «Я так и знала!» – воскликнула Джанет громко, с победным видом, но после этого постаралась говорить тише. «Но если это так, то почему он ничего не скажет?» «Потому что сама дама не выказывает ни малейших признаков интереса». Джанет вздохнула. «Я пыталась поговорить с ней об этом несколько месяцев тому назад, но она просто заявила, что мне все это померещилось». «Вам ничего не померещилось, но я знаю, что ему не понравится, если вы будете вмешиваться». «Конечно, не понравится». Ее лицо стало настолько печальным, что Райлан улыбнулся, но ему уже пора было идти домой. Джанет попрощалась с ним, и только когда он отошел уже далеко, она вспомнила, что у нее был еще один вопрос. Джанет тоже отправилась домой, почти радуясь тому, что ей не представилось возможности его задать. Она бы не вынесла, если бы он ответил отрицательно. «Интересно, что из этого получится?» – спросила Бри у Райлана, занимаясь приготовлением ужина во вторник. «Я хочу сказать, что я не очень хорошо представляю, как они общаются друг с другом». Райлан задумчиво кивнул, после чего сказал. «Я не думаю, что все плохо, в противном случае Джесси не позволила бы ему работать в магазине». «Да, в самом деле». Дэнни дергал отца за ухо, но глаза Райлана были по-прежнему обращены к жене. «Ты волнуешься?» «Немного. Я хочу сказать, что я знаю их обоих, но по отдельности. Сета я знаю мало, но даже если бы он прожил здесь и дольше, у меня все равно нет с ним общего прошлого. С Джесси мы хорошие друзья, но это никоим образом не касается Сета». Райлан был рад тому, что пришел домой пораньше. Он проработал несколько часов в конюшне Пита Стилвелла и должен был работать там до закрытия. Но неожиданно появился Пит и сказал, что отпускает его. Райлан немного задержался, чтобы поговорить с Джанет, но это заняло не более 10 минут. Оказавшись дома, он помылся и пришел на кухню, чтобы забрать Дэнни у Бри. Тут он заметил, что его жена выглядит напряженно. Когда я пригласила Джесси и девочек прийти к нам сегодня, мы поговорили о том, что Сет тоже будет здесь. Она ничего не имела против этого, но теперь мне вдруг стало страшно, что они оба будут чувствовать себя неловко. «Я могу понять твое волнение, но это все равно была хорошая идея.
Джесси и девочки приходят к нам в гости с тех пор, как мы поженились, и Сет не станет рассчитывать на то, что теперь мы переменим свои привычки только потому, что он остановился у нас». «Это верно», — согласилась Бри. Она кивнула, и ее плечи расслабились. «Осторожнее, Дэнни!» — сказал Райланд сыну, когда тот слишком сильно потянул его замочку уха. «Мы будем ориентироваться по их поведению», — продолжил Райланд. «Но если за ужином всем будет неловко, то мы просто не будем повторять этого в будущем». Глаза Бри встретились с глазами мужа, и она кивнула. А Райланд подмигнул ей и пошел в гостиную. Дэнни снял все книги с одной из книжных полок. Райланд был уверен, что Бри не заметила этого, но это было не страшно. Это дало ему возможность научить своего маленького сына наводить порядок на полке перед приходом гостей. Получилось так, что в гости к Джарвикам Сет пошел вместе с Джесси и девочками. Он не планировал этого, но когда он закончил работу, они уже были готовы идти. Кланси, подпрыгивая, шла рядом с ним, постоянно о чем-то болтая, но Ханна была немного молчалива. «С тобой все в порядке, Ханна?» – спросил Сет, когда они уже подходили к дому Джарвиков. Она молчала почти всю дорогу. «Да». Сет не стал настаивать на другом ответе, но почувствовал на себе взгляд Джесси. Возможно, для Ханны было естественно становиться вот такой молчаливой, но он не знал ее настолько хорошо, чтобы оценить, все ли в порядке. И прежде чем он придумал, как об этом спросить, все они подошли к дому пастора. «Как вы познакомились?» – негромко спросила Бри после ужина. Взрослые продолжали сидеть за столом на кухне, а девочки повели Дэнни играть в гостиную. «Это случилось, когда я остался без гроша в кармане», – сказал Сет. «А где вы были?» – продолжала спрашивать Бри. «До этого я жил в Кингдоне, но оттуда поехал в Техас. Я планировал проехать через Токен-Крик, но пока я спал в поезде, кто-то украл мои деньги, и я остался без денег». «Я долго не верила этой истории», – созналась Джесси, предаваясь воспоминаниям. «Какой истории?» – спросил Райланд, не поняв, о чем речь. «О том, что у него украли деньги. Я подумала, что он все это придумал, чтобы разжалобить меня». Сет слегка улыбнулся, но не стал комментировать. У Бри был еще один вопрос. «А как вы об этом узнали, Джесси?» «Он пришел в магазин в поисках работы». «А почему в магазин?» «У меня действительно не осталось никаких денег, но при этом я оставался мужчиной, и когда я увидел красивую блондинку в лиловом платье, подметающую дорожку перед магазином, я пошел туда». Тут даже Джесси не выдержала и улыбнулась. «А почему вы ехали в Техас?» – спросил Райланд. «Там у меня живет брат, и он приглашал меня приехать. Перед этим я лишился своего дома в Кингдоне и не видел причин оставаться там». Вопросы могли продолжаться и дальше, но тут к ним пришли Дэнни и девочки. Дэнни тут же направился к Сету, протягивая ему свой любимый деревянный кубик. «Спасибо, Дэнни», – поблагодарил Сет, сажая малыша на колени и целуя его в крошечную бровь. Кланси подошла очень близко, и Сет, даже не задумываясь, протянул руку и погладил ее по мягким светлым кудряшкам. Никто за столом не придал этому большого значения, за исключением Джесси. Она наблюдала за Сетом и увидела его нежное отношение к Дэнни, а также к их дочери, и почувствовала в душе такую боль, что не знала, как ей поступить. Ей удалось спрятать свои эмоции, но только до конца вечера. Не дожидаясь, чтобы Сет догадался сам, она тихонько попросила его проводить их обратно в магазин. «Ты можешь проводить нас до дома?» Сет согласился без промедления, но это не разрядило обстановку. Было ясно, что Джесси что-то беспокоило, и он не без опасений проводил свою семью до двери магазина. «Поднимайтесь наверх, девочки», – велела Джесси, отперев дверь. «Ложитесь спать, и я сейчас приду».
Девочки хотели знать, что она собирается делать, но она предупредила их вопросы строгим голосом. «Без разговоров. Пожелайте Сету спокойной ночи и немедленно отправляйтесь в постель. Вы пожалеете, если я застану вас на лестнице». Девочки повиновались, но не без того, чтобы закатить глаза и поворчать. Но Джесси проигнорировала их недовольство и дождалась, когда они отойдут настолько, чтобы не слышать разговор родителей. Она хотела поговорить с Сетом с глазу на глаз. «Неужели все, что ты рассказал мне про свою жизнь, правда? Ты действительно работал на того человека и причинял людям зло?» «Да», – ответил Сет тихо, недоумевая, почему Джесси спрашивает его об этом. «Ты сомневаешься в этом? Просто это совершенно не похоже на тебя, Сет. И я не вижу причины, зачем тебе понадобилось бы это выдумать, но с другой стороны, я не могу представить, чтобы ты такое делал». Сету показалось, что в ее голосе был слышен гнев. Но он понимал, почему она его ощущает. Как объяснить ей, что когда он покинул ее, он был совершенно другим человеком? «А сегодня вечером», – продолжала Джесси, – «ты так нежно держал Дэнни на руках, но ты ни разу не видел Кланси, когда она была в таком возрасте. Мне просто невыносимо думать об этом. Я не могу не злиться на тебя». Сет не знал, что отвечать. Она была права. Но та жизнь осталась в прошлом, и он пока не знал, как это можно исправить. «Мне нужно время, чтобы подумать», – сказала Джесси. «Не приходи завтра. Мне нужно подумать». «Хорошо», – согласился Сет, хотя его сердце сжималось от боли. Он видел, как Джесси пошла к дверям и подумал, что она выглядит усталой и разочарованной. Ее плечи были опущены, и она выглядела побитой, нисколько не похожей на прежнюю Джесси. «Постой, Джесси!» – окликнул ее Сет. «А ты не хотела бы устроить себе завтра выходной? Тогда у тебя действительно будет возможность подумать. Я присмотрю за магазином, а ты можешь оставить девочек со мной и весь день провести одна». Первой мыслью Джесси было отказаться, но что-то остановило ее. Она не могла сказать, что у Сета было недостаточно опыта, потому что опыт у него был. За 2 дня, которые он отработал в магазине, он задал только один вопрос. Да, и тот был настолько незначительным, что он мог бы и не спрашивать. «Ты можешь подумать об этом?» – предложил Сет, сам не понимая, почему он не стал дожидаться ее ответа. «И сказать мне о своем решении утром». «Хорошо», – согласилась Джесси, заходя в дом и не говоря больше ни слова. Сет некоторое время простоял около дверей, но стало быстро темнеть, и он медленно побрел в сторону дома Райлана и Бри. Чтобы уложить девочек в кровать и успокоить их, потребовались усилия. Они были возбуждены после возни с Дэнни, и им хотелось поговорить о нем. Наконец Джесси угомонила их и некоторое время просто сидела в гостиной при свете лампы. Она перебирала в памяти события этого вечера. Ее мысли не могли остановиться ни на чем конкретном. Она видела, как Райлан обращается с Бри. В этом не было ничего нового, но теперь, когда в город вернулся Сет, ей было больно наблюдать за супружеским общением других пар. В ее жизни было время, когда она была счастлива с Сетом. Но потом начались постоянные ссоры. А Райлан и Бри уже не были молодоженами, но она никогда не видела, чтобы они ругались или показывали свое недовольство друг другом. Вдруг ни с того ни с сего у Джесси возникло непреодолимое желание увидеть лица своих дочерей. Захватив с собой лампу, она тихонько вошла в спальню и посмотрела на спящих девочек. На мгновение она почувствовала желание вернуться в ту размеренную жизнь, которую она вела до возвращения Сета. Но потом она вспомнила, как были рады девочки появлению Сета. Она снова увидела, как он положил руку на голову Кланси, и как девочка прильнула к отцу и подняла на него глаза, которые светились от счастья только потому, что она была рядом с ним. Ханна вела себя точно так же.
Обе девочки уже сейчас тянулись к Сету больше, чем к Райлену. А ведь они совсем недавно познакомились с ним. Прошло всего несколько дней после его приезда. «Ты можешь остаться, Сет Рединг», – прошептала Джесси. «Но только ради дочерей. Только потому, что они нуждаются в тебе». В этот момент Джесси не думала о себе и даже не предполагала, что в эту самую минуту кто-то молится о ней. Как только Сет вернулся в дом, он сразу прошел в свою комнату, лег на постель и начал молиться. Он не мог понять, что означало то выражение лица, которое он заметил сегодня у Джесси, но знал, что она нуждается в Спасителе. Он молился не о себе и даже не о девочках. Он молился о Джесси. Эта молитва длилась более 2 часов. Он просил Бога спасти Джесси, открыть ей глаза и смягчить сердце, чтобы она поняла потребности своей души. Когда же он поднялся, чтобы приготовиться ко сну, в его сердце был мир. Этот мир не был гарантией того, что Бог пошлет ему то, о чем он просил. Он знал, что спасение Джесси было не в его руках, и что он сделал все, что можно, открыв всю тяжесть сердца перед Богом. «Сегодня мы кое-куда поедем», – сообщила Джесси девочкам за завтраком. «Куда?» – спросили они, притихшие от этой неожиданной новости. «В одно очень интересное место». «А как же магазин?» – спросила Ханна. «За магазином присмотрит Сет, а мы с вами берем выходной». «А Сет может поехать с нами?» – поинтересовалась Кланси. «Нет», – ответила Джесси. Она ожидала этого вопроса. «Кому-то нужно остаться в магазине, и он предложил поработать». «А куда мы едем?» «Вы увидите. А теперь заканчивайте завтракать. Мы отправимся, как только Сет придет». К счастью, девочки уже почти все съели, потому что теперь от предвкушения интересной поездки ни один кусок не лез им в горло. Они пытались угадать, куда они поедут, и продолжали спрашивать об этом у матери, но она ничего не отвечала. Джесси велела дочерям убрать со стола, помыть руки и умыться, и только после этого спускаться вниз. Джесси надеялась, что Сет придет пораньше, и ей было приятно увидеть его в одном из кресел-качалок, как только она открыла дверь. Ее немного удивило вопросительное, почти обиженное выражение его лица, когда он встал и пошел к ней. Но Джесси решила говорить по делу. «Мы с девочками берем выходной». «Хорошо», – согласился Сет, подстраиваясь к ее официальному тону. «Скорее всего, мы вернемся не раньше, чем к закрытию». Сет кивнул и стал ждать от нее особых указаний. Он думал, что она попросит его не переставлять товары, но Джесси ничего не сказала. Но у Сета был один вопрос. «Скажи мне, могу ли я рассчитывать на то, что буду работать здесь постоянно? Или же мне следует спрашивать у тебя каждый день о том, выходить ли мне на работу завтра?» «Ты можешь просто приходить на работу», – сказала Джесси более дружелюбным тоном. «Тогда я буду рассчитывать на это». Сет думал уже снять пальто и засучить рукава, но Джесси почему-то продолжала внимательно смотреть на него. Он стоял неподвижно, чувствуя, что она хочет что-то сказать. При этом он знал, что в любой момент их разговор могут прервать. «Тебе не нужно было уезжать», – сказала она почти шепотом. «Ты права, не нужно было, прости меня, Джесс». Со времени своего возвращения он еще ни разу не называл ее Джесс, и уж тем более таким тоном, который когда-то заставлял ее сердце таять. И этот момент был особенно волнительным для нее. «Может быть, мне не нужно было возвращаться?» – заставил себя добавить Сет. «Может быть, это слишком тяжело для тебя?» Джесси покачала головой. «И я привыкну к этому. И девочки действительно нуждаются в тебе, Сет. Я на самом деле так думаю». «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе, Джесси. У меня никогда и в мыслях не было нарочно сделать твою жизнь несчастной». Джесси кивнула головой. Тут вошли девочки. «А мы куда-то едем с мамой», – стали рассказывать они отцу, перебивая друг друга и заканчивая друг за друга предложения.
Это здорово! Сет заразился их восторгом. Продолжая наблюдать за лицом Джесси, он увидел, что она улыбается. Он присел, чтобы быть поближе к девочкам, и спросил: «А куда вы едете?» «Мы не знаем». «Тайна», – проговорил Сет медленно. «Вот это весело!» «Мы хотим, чтобы ты тоже поехал с нами», – сказала Ханна. «Я уверен, что мне бы очень понравилось, но кому-то нужно остаться в магазине». «А ты сможешь справиться здесь один?» – спросила Ханна. «Думаю, что да», – ответил Сет, понимая, что она будет продолжать и дальше задавать ему вопросы на эту тему, если он ей это позволит. И потому он решил ее чем-то отвлечь. «Я забыл сказать вам, что сегодня вы обе выглядите особенно нарядными в этих платьях», – сказал Сет, поправляя воротничок на платье Ханны. «Когда мы увидимся, вы сможете рассказать мне о том, что вы делали. Желаю вам приятно провести время и как следует позаботьтесь о своей матери». «Это она заботится о нас», – нахмурив брови, Кланси дала логичный для 7-летней девочки ответ. «Да, это так, но ведь вы тоже можете заботиться о ней, как вы думаете?» Девочки не знали, как к этому отнестись. Они переводили взгляд с отца на Джесси, но она велела им не терять время, попрощаться с отцом, идти на улицу и ждать ее в креслах-качалках перед магазином. Обе девочки обняли Сета, даже не подозревая о том, какие чувства он при этом испытывал, и вышли на улицу. «Ты точно справишься здесь один?» – спросила его Джесси. «Думаю, что да. Желаю приятно провести время». Джесси помедлила, не зная, как выразить словами, как много значила для нее возможность взять выходной. Нельзя сказать, чтобы присутствие Сета в целом радовало ее, но этот летний день, который она готовилась провести не на работе, а в обществе девочек, был похож на исполнившуюся мечту. «Спасибо, Сет». «Пожалуйста». Джесси вышла, прежде чем он успел что-то добавить. Сет последовал за ней, чтобы посмотреть им вслед, жалея о том, что не может знать, о чем именно думает сейчас Джесси. Глава 11. «А куда мы едем?» – спросила Ханна уже в 5-й раз. Джесси хотела проигнорировать ее вопрос, но почувствовала, что сыта по горло этими расспросами. «Во-первых», – сказала Джесси, останавливаясь и заставляя девочек остановиться вместе с ней, «вы должны перестать спрашивать меня об этом. Никаких вопросов». «Почему?» – спросила Ханна. «Ты задала вопрос, Ханна, и я отвечу на него, но больше ни о чем не спрашивайте. Я хочу, чтобы вы просто шли вместе со мной и радовались этому дню. Я придумала кое-что интересное, но пока не уверена, что все получится именно так, как я хотела. Куда бы мы ни пошли, нам будет весело, и это все, о чем вам нужно знать. Ясно?» Девочки кивнули, и Джесси зашагала вперед по улице. Ханне и Кланси очень хотелось задавать вопросы, и несколько вопросов они все же задали. Но Джесси не давала им отвлекаться от главного. Их первой остановкой был банк, а второй – конюшня. Женщины семейства Виллер собрались на прогулку за город. «Ну как, вам нравится, миссис Потс?» – спросила Хезер у дамы, показывая ей юбку, которую они ей сшили. «Очень мило», – сказала миссис Потс, ощупывая ткань и прикладывая юбку к себе. Она улыбнулась своему отражению в зеркале, отчего Джанет и Хезер тоже улыбнулись. Женщины проводили даму до дверей и вернулись к работе. Джанет не думала поймать Хезер врасплох, но ей давно хотелось поговорить с ней откровенно. Заставляя себя не думать сейчас о Нейте, она попыталась начать разговор. «Хезер, вам никогда не хотелось выйти замуж?» «Хотелось», – призналась Хезер. «Много раз». «Ну почему же в таком случае вы не вышли замуж?» «Мне кажется, потому что я хочу слишком многого, Джанет». «В каком смысле?» «Ну, мужчина должен просто идеально мне подходить». Тут Хезер перестала шить и задумчиво наклонила голову на бок.
Мне кажется, что я не из тех, кто выходит замуж. И еще мне кажется, что мужчины не замечают меня. А если бы кто-нибудь заметил? Мне было бы очень приятно, но важнее, чтобы он оказался подходящим. Напишите мне подходящую кандидатуру. Хезер уже собралась ответить, но тут кто-то подошел к дверям. На этот раз это был мужчина. Джанет видела его пару раз в городе, но они не были знакомы. Посетитель хотел узнать о ценах на рубашки, но не был готов сделать заказ в тот же день. К тому времени, когда он ушел, настало время женщинам по очереди идти на обед. И только после того, как Хезер ушла, Джанет вспомнила, что они не закончили разговор. Девочки старались изо всех сил быть послушными. Они нечасто ходили в банк со своей матерью, и Джесси не могла вспомнить, брала ли она когда-нибудь повозку в аренду, чтобы куда-нибудь отвезти своих дочерей. Они пришли в неописуемый восторг, когда она повернула лошадь и повозку к выезду из города, а когда она заехала под арку, над которой было написано «Холден Ранчо», Джесси была уверена, что их восторженные крики были слышны до самого города. «Послушайте меня, девочки!» – сказала Джесси, останавливаясь и стараясь привлечь их внимание. «Я не договаривалась с Мэг про этот день заранее, поэтому я не знаю, есть ли у нее время для гостей. Возможно, мы зайдем очень ненадолго». Девочки были в таком восторженном состоянии, что почти не слушали ее, и Джесси поняла, что внушать им что-то в данный момент не имеет смысла. Как бы долго они ни задержались, девочкам все равно покажется мало. «Ну и ну, Джесси!» Мэг вышла к ним из дома, увидев подъехавшую к крыльцу повозку. На руках она держала Кэтрин. «Привет, Мэг!» – отозвалась Джесси. «Встречайте гостей!» «С радостью!» – ответила хозяйка, и женщины обнялись. «Я сейчас занимаюсь выпечкой. Проходи на кухню, там мы сможем пообщаться. Привет, девочки!» Ханна и Кланси поздоровались с ней, но все их внимание было приковано к Кэтрин. Все пятеро вошли в дом, где их ждала Саванна. Очень скоро дети стали играть в гостиной, оставив женщин на кухне одних. Сет поразился тому, насколько тихо и одиноко стало в магазине. Он был все время чем-то занят, но не настолько, чтобы работать без передышки, и это делало отсутствие Джесси и девочек более ощутимым. Кроме того, он забыл спросить у Бри разрешение взять с собой какую-нибудь еду. Наступил полдень, и он начал жалеть о том, что не позавтракал более плотно. Добрый день, Сет! Раздался вдруг мужской голос. Сет повернулся и увидел, что в магазин вошел Трейс Холден. Добрый день, Трейс, ответил Сет, протягивая руку. Мужчины обменялись рукопожатиями, после чего Трейс заговорил снова. Долго же мы не виделись. Это верно, очень долго. На время в магазине воцарилось молчание, после чего Сет спросил. Я надеюсь, вы не ищете Джесси, ее сегодня нет в городе. Вообще-то я встретил ее по дороге. В самом деле? Переспросил Сет с улыбкой. Она не говорила, куда она поехала? Она сказала, что это сюрприз, поэтому я предположил, что они отправились к Мэг. Сет не мог сдержать улыбки. Это не приходило ему в голову, и он знал, что девочкам такое путешествие должно очень понравиться. Видя его улыбку, Трейс слегка расслабился. Он был немного озабочен сложившейся ситуацией, когда узнал, что Сет вернулся в город. Но улыбка на лице бывшего мужа Джесси говорила ему о том, что тот был искренне рад его видеть. «Чем я могу быть полезен?» Наконец предложил свою помощь Сет. Некоторое время мужчины обсуждали список покупок. Трейсу нужно было кое-что заказать из каталога, который Сет не очень хорошо знал. Но в конце концов они во всем разобрались. Разговор не переходил на личные темы до тех пор, пока Трейс не собрался уходить. «Мы увидимся в воскресенье?» – спросил Ранчеро. «Думаю, что да. А Джесси и девочки тоже пойдут с вами?» Сет невесело улыбнулся. «Возможно, когда-нибудь и пойдут, но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем».
«Тем не менее», – сказал Трейс от души, – «мне будет приятно увидеться с вами, Сет. Спасибо за вашу помощь». «Пожалуйста, и спасибо вам, Трейс». После этого Сет остался один, почти на 30 минут. И это вполне его устраивало. Ему было о чем подумать. Сет не планировал задерживаться после окончания рабочего дня и дожидаться возвращения Джесси и девочек. Но они вернулись домой за 20 минут до закрытия магазина. Девочки были раскрасневшиеся, они весело улыбались. Джесси выглядела отдохнувшей. «Ну, как дела?» – спросил Сет, обращаясь к детям. «Вы хорошо провели время?» «Мы видели Джойс, Саванну, и Кэтрин, и Нетти», – сообщила Клэнси. «И мы обедали на ранчо», – добавила Ханна. «Должно быть, вам очень понравилось», – произнес Сет с улыбкой, хотя он и понятия не имел, чьи имена были только что названы. «А что ты делал?» – спросила Ханна, чем удивила Сета, потому что Клэнси все еще продолжала делиться впечатлениями о проведенном на ранчо дне. Об амбаре, о лошадях и о каком-то лосе. «Я обслуживал покупателей и немного прибрался в магазине», – ответил Сет на вопрос старшей дочери. «А покупателей было много?» Тут же последовал еще один вопрос. «Временами, но в целом не очень много». Сказав это, Сет улыбнулся дочери, как бы уверяя ее в том, что все было хорошо. Она казалась обеспокоенной. И он снова пожалел о том, что не знает, что означают разные выражения ее лица и ее молчание. Но он решил не разбираться прямо сейчас в этом, а продолжил расспрашивать их о проведенном дне. «А кто расскажет мне о том, кто такие Джойс, Саванна?» «Мамины племянники», – сказала Клэнси, и прежде чем Сет успел посмотреть на Джесси в ожидании объяснений, в разговор вмешалась Ханна. «Мэг – это мамина кузина». «А кто такая Мэг?» «Она вышла замуж за Брэда. У нее родились Саванна и Кэтрин, и у них будет еще один малыш до Рождества. Я надеюсь, что это будет мальчик». «Понятно», – сказал Сет, еще раз отметив про себя, как же много он пропустил в жизни своей семьи и сколько он о них не знает. «А кто такой Джо?» На этот вопрос ответила Клэнси, объяснив, что это маленький мальчик, что его папу зовут Трейс и что у него есть еще новорожденная сестренка. «Трейс сегодня заходил», – сказал им Сет, но я даже не знал об этом и не поздравил его. «И ты не обслужил его?» – спросила Клэнси. На ее лице был написан ужас. «Конечно, обслужил», – ответил Сет со смехом. «Но я просто не знал, что его жена недавно родила ребенка, иначе обязательно бы его поздравил». Обе девочки не поняли последнего слова и нахмурились, и Сет посмотрел на Джесси. «Как им объяснить слово «поздравить»?» «Давай подумаем». Джесси задумалась и наморщила лоб. «Это означает сказать кому-то, что ты рад за него». Девочки на мгновение посмотрели на свою мать, после чего перевели взгляд на Сета. Их лица были открытыми и заинтересованными. Глядя в их глаза, особенно когда в них светилось такое доверие, Сет снова отметил, что временами совершенно не знает, что с ними делать. Он бросил взгляд на Джесси и увидел, что она тоже наблюдает за девочками. Но у него никак не получалось понять, о чем она думает. «Пора закрывать магазин», – сказала Джесси. «Ну, в таком случае я не буду вам больше мешать», – сказал Сет. «До свидания, девочки», – добавил он и пошел за своим пальто. «Сет!» – окликнула его Джесси, и он оглянулся. «Спасибо». «Пожалуйста», – сказал он и замер на месте. Что-то в его лице остановило его. «А ты хорошо провела время?» «Да», – ответила она, не в силах сдержать улыбки. «У меня не было ни одного выходного с тех пор, как Бри перестала работать у меня». «Я и не знал, что Бри работала здесь», – сказал Сет с нескрываемым удивлением. «Это было еще до того, как она вышла замуж за Райлана». «Мне кажется, что она никогда не упоминала об этом». «Она знает магазин как свои 5 пальцев
И когда приходит сюда за покупками, я играю с Дэнни, а она сама находит себе нужные товары». Сет засмеялся, но не только потому, что эта картина показалась ему забавной, но потому что его жена была непривычно раскована. Сет никогда не думал о Джесси как о зажатом человеке. Она спокойно решала проблемы по мере их поступления. Но сама ее поза в данный момент говорила о том, что сейчас ее ничто не беспокоит, и она чувствует себя расслабленно. Жалея, что он не может больше ничего придумать, чтобы сказать ей или девочкам, Сет пошел за своим пальто. Он был приятно удивлен, когда оказалось, что все трое остались стоять на месте, чтобы попрощаться с ним, когда он оденется. Сет шагал к дому Джарвиков по деревянному настилу, пытаясь понять, не упустил ли он какого-то шанса тем, что не задержался сегодня со своей семьей подольше, или же его уход действительно был самым правильным решением. «Как ты думаешь, что это может означать?» – спросила Мэг у Брэда тем же вечером. «Я была потрясена, когда увидела здесь Джесси посреди рабочего дня. Не может быть, чтобы она приняла Сета с распростертыми объятиями, но сегодня она оставила его одного в магазине. Не забывая о том, что он работал там почти с первой минуты, как оказался у нас в городе», – ответил Брэд. «После этого они довольно скоро поженились. Я полагаю, что он изучил этот бизнес во всех подробностях и разбирается в этом до сих пор». «Пожалуй, ты прав», – сказала Мэг, все еще пытаясь сопоставить все факты. Она была искренне рада приезду девочек и Джесси, но все это было очень неожиданно. «Ты устала сегодня?» «Еще как. Общаться с Джесси не составляло большого труда, но мне так хотелось задать ей несколько личных вопросов. В это время мне показалось, что этого не следует делать. Это и было самым трудным». «Она очень независимая женщина и всегда была такой, сколько я ее помню». «Да, ты прав. Джеб говорил, что она очень похожа на своего отца». «А ты знала Хирама?» Мэг покачала головой. «Я впервые приехала сюда на летние каникулы уже после его смерти и после того, как уехал Сет». Брэд на мгновение задумался, и Мэг перехватила его взгляд и спросила, о чем он думает. «Я просто думал о том, как многое может измениться и как быстро». «Ты имеешь в виду нас или Джесси?» «В данный момент я говорю о Джесси. Приезд Сета, должно быть, перевернул весь ее мир с ног на голову. Может быть, Господь делает это, чтобы обратить ее внимание на свою жизнь? Может быть. Я должен признаться, что я не очень-то верил, что Бог совершит какую-то перемену в ее жизни», признался Брэд. «Я не слишком часто молюсь о ней». Брэд снова задумался, но на этот раз Мэг не стала его ни о чем спрашивать. Она предположила, что он молится о Джесси, и, воспользовавшись возможностью, она присоединилась к этой молитве. «Поскольку вы не вернулись к нам после обеда, — сказал Райланд Сету за ужином, — я предположил, что Джесси захотела, чтобы вы остались работать до вечера». «Да, так и было. Они с девочками уехали почти сразу же после моего прихода и вернулись перед самым закрытием». «Куда они ездили?» – спросила Бри. «На Холден-ранчо. Они что-то говорили о кузине Джесси, которая вышла замуж за Брэда». «Должно быть, они имели в виду Мэг. Она племянница Джеба и Паттинс». Сет кивнул, все еще пытаясь разобраться во всех этих родственных связях. «Они хорошо провели время?» – спросила Бри, накладывая картофель на тарелку Дэнни. «Очень хорошо. Джесси выглядела отдохнувшей и расслабленной». Сет сделал паузу и неожиданно улыбнулся. «Она упомянула, что вы раньше работали у нее, Бри». «До того, как я вышла замуж», – ответила Бри и тоже улыбнулась в ответ. «Часть времени я работала у нее, а другую у Джанет». «Похоже, вы были занятым человеком». «Но при этом ей удавалось находить время, чтобы попадать в разные переделки», – заметил Райлан сухо. Бри засмеялась. «Было бы очень интересно узнать об этом», – сказал Сет, наблюдая, как тепло они общались и даже немного завидуя этому. «Давайте просто скажем», – тактично ответил Райлан, «что Сабрина в своем старании распространять Слово Божье постоянно знакомилась с весьма необычными людьми».
Бри согласно улыбнулась, но также добавила. И не безрезультатно. «Да, не безрезультатно», – согласился с улыбкой Райлан, вспоминая о женщинах, жизнь которых переменилась благодаря усилиям его жены. Но, возвращаясь в настоящее, Райлан спросил. «Сет, как у вас идут дела с девочками?» «Я не знаю. Мне бы хотелось лучше понимать их. Я не могу понять, о чем они думают». «Что-то случилось?» – спросила Бри, услышав, что он заговорил тише. «Ничего особенного, но иногда они смотрят на меня, и я не могу понять, что у них на уме». «Возможно, они и сами этого не знают», – сказал Райлан. «В их жизни вдруг появился человек, о существовании которого они и не подозревали, да еще он оказался их отцом. Это произошло всего 4 дня назад, Сет. Как и вы, они сбиты с толку и чувствуют себя неуверенно». Сет пристально посмотрел на пастора. Именно это он видел на их лицах. Почему он не додумался до этого сам? Неужели прошло всего 4 дня? Наконец спросил Сет. «Сегодня среда, а вы познакомились с ними в воскресенье. Даже то, что Джесси так скоро решилась оставить вас одного в магазине, кажется поразительным». Сетту было нечего сказать. Ему казалось, что он вернулся в Токен-Крик уже много недель назад. Столько всего знакомого было вокруг, и не только город, люди и работа, но также и его ощущения. И теперь ему совершенно справедливо напомнили о том, что в самом главном, в том, что касалось его дочерей, все было очень ново. «Как у вас складываются отношения с Джесси?» – прервал Райлан его размышления. «Тут все гораздо понятнее, чем с девочками. Я ясно вижу, что она мне не доверяет. И я не обвиняю ее в этом. Я читаю в ее глазах многие вопросы, и я думаю, что через какое-то время она захочет узнать больше, чем я уже рассказал ей». «Вы о чем-то умолчали?» «Я не умолчал ни о чем важном, но я не вдавался во все подробности. Девочки очень любопытны, и я уверен, что вы знаете, что они делают это совершенно искренне. Но Джесси, работая в магазине, привыкла быть центром информации в этом городе. Ей приятно знать обо всем, что происходит вокруг». «Вы думаете, что она будет использовать против вас что-то из того, что вы можете ей рассказать?» – спросила Бри. «Джесси не мстительный человек, она никогда не была такой, но я не знаю, как она поступит, если узнает подробности моей жизни». «Вы полагаете, что она попросит вас уехать отсюда?» «Нет, не это. Она говорит, что девочки нуждаются во мне, и она ставит их интересы на первое место. Но она может построить такую стену между мною и собой, что девочки начнут сторониться меня, подсознательно следуя ее примеру». Райлан и Бри отлично понимали, о чем он говорит. Им обоим хотелось бы убедить его в том, что Джесси так не поступит. Но это было невозможно. Однако они могли дать ему определенные гарантии, исходя из уверенности в том, что самое правильное в трудной ситуации – это довериться Богу. Все оставшееся время за ужином Райлан говорил Сету о том, что у Бога есть свой план, и что Сету нужно помнить о том, что, вернувшись в Токен-Крик, он проявил послушание. Райлан не обещал ему, что он не испытает в этом городе боли или страданий, но заверил, что смирение всегда приносит благословение. «И не забывайте», – закончил Райлан, – «те вещи, которые мы делаем сейчас, мы делаем для вечности. Мы делаем правильные вещи и принимаем правильные решения ради вечности. Все остальное мы доверяем Богу, и только Он знает, что из этого может получиться». Джесси устроилась в кровати, на другой стороне которой уже спали девочки, и стала вспоминать прожитый день. Это был чудесный день. Однако был момент, когда она вспомнила о том, что по сути оставила магазин на целый день в полном распоряжении Сета. Ее едва не охватила паника, но восторг дочерей и забытое ощущение выходного дня посреди недели быстро вытеснили все прочие мысли. Они с Мэг всегда были подругами. Мэг, которая была младше, несколько лет назад начала приезжать к Джебу и Пэттинс на все лето, и в результате навсегда осела в Токен-Крик, выйдя замуж за Брэда Холдена. И сегодня Джесси почему-то показалось, что Мэг будет рада ее видеть. Нельзя сказать, что она никогда не бывала на ранчо. Она приезжала сюда несколько раз за последние годы,
но она никогда не приезжала среди недели и без предупреждения. Джесси вздохнула и почувствовала, что хочет спать. Она подумала о детях Брэда и Трейса и о том, какие они милые. На мгновение ей пришла мысль о том, как хорошо было бы устраивать подобные вылазки каждую неделю, брать выходной не только в воскресенье. Она заснула, так и не успев понять, как у нее могло появиться подобное желание. Райлан и Нейт встречались каждую неделю, но не всегда в одно и то же время. На этой неделе они встретились в субботу утром. Стояла хорошая августовская погода, и поэтому они отправились на берег ручья и присели на траву. У каждого из мужчин была с собой Библия. «Я прочитал в Псалтыре один стих, который, как мне кажется, относится ко мне», — сказал Нейт. «Который?» Это Псалом 118, 17 стих. «Яви милость рабу твоему, и буду жить и хранить слово твое». «А каким образом он относится к вам?» – спросил Райлан. «Я смутно помню то время, когда я лежал в постели и был очень слаб, но когда вы сказали мне, что я еще не готов умереть, я помню, как я пытался обращаться к Богу. Я делал это не так часто, но теперь я понимаю, что я пытался заключить с ним договор». Райлан никогда не слышал об этом раньше и продолжал молча слушать Нейта. «Я, по-моему, обратился со словами «Продли мне жизнь, только продли мне жизнь». Но я так и не дошел до моей стороны обязательств по договору, если Бог действительно выполнит мою просьбу». «И этот стих напомнил вам об этом?» «Немного. Для меня это звучит так, как если бы автор пытался заключить с Богом договор». «Я понимаю, почему вам могло так показаться, но не выхватывайте этот стих из общего контекста. Он является частью потрясающей главы, в которой все стихи, за небольшим исключением, раскрывают Слово Божье. Возможно, это не кажется вам столь уж важным, но в этой главе 176 стихов». Нейт удивленно прищурился, но продолжал слушать. Псалмопевец просит о жизни по одной причине, и этой причиной является Слово Божье. В этой просьбе нет ничего для себя. Божье Слово настолько чудесно и драгоценно, что автор просит о продлении его жизни для того, чтобы он мог лучше познать это Слово. Кроме того, обратите внимание на следующие 7 стихов. Все они являют собой мольбу и благодарность Богу за то, каким удивительным является Его Слово. Они говорят о том, насколько сильно мы нуждаемся в нем. Мужчины прочитали все упомянутые Райланом стихи и вместе помолились. Оставалось всего несколько минут до того, как Нейту нужно было идти на работу, когда Райланд спросил у него о Хезер. «В принципе, все хорошо», – сказал Нейт, «но иногда меня мучает то, что я не понимаю, как с ней быть. Возможно, она не хочет видеть рядом с собой конкретно меня, или же она не хочет видеть вообще никого в своей жизни». «Я давно хотел спросить вас, вам нравилась Хезер еще до того, как вы обратились к Христу?» «Да, но до того, как умерла миссис Холден, она почти не выходила из дома, поэтому мне просто нравилась ее внешность. Но теперь, когда у нас появилась возможность поговорить, я понял, какой она милый человек. Мои чувства стали намного сильнее». «Именно в таких случаях самым главным становится упование, Нейт. Мы не знаем, расположит ли когда-нибудь Бог сердце Хезер к вам, но мы можем продолжать уповать на него. Заучите наизусть 3 и 4 стихи из книги пророка Исаии 26. Если у вас когда-нибудь возникнет искушение подумать, что Бог не знает вашего или ее сердца, то вспоминайте эти стихи». Нейт тут же нашел и прочитал эти стихи и засмеялся. «Они просто идеально подходят для меня», – сказал он. «Так и есть», – согласился Райлан и тоже засмеялся. Вскоре Нейт поблагодарил пастора и ушел, но Райлан не спешил идти домой. Он снова сел на землю у ручья и начал молиться за своего друга. Райлан никогда бы не посмел заявить, будто он знает, что Бог приготовил в своих планах для Нейта. Но в своей молитве пастор все же просил Бога коснуться сердца Хезер. При этом он просил, чтобы все это происходило по воле Божьей,
потому что он знал, что если Бог не будет прославлен этими отношениями, то ни Нейт, ни Хезер такие отношения не нужны. Кланси не собиралась командовать Сетом, и уж, конечно, она не хотела быть пойманной на месте преступления. Но на мгновение 7-летняя девочка увлеклась и забыла о том, что ей сказала мать. «А ты уже расставил коробки с обувью?» – спросила Кланси в самый напряженный день недели незадолго до обеда. «У меня пока что не было для этого времени», – ответил ей Сет, раскладывая на витрине кухонные ножи. «Но это обязательно нужно сделать, а еще нужно расставить вон те миски и кувшины на верхней полке». «Спасибо, Кланси», – сказал Сет, заметив идущую к ним Джесси. «Ты опять командуешь Сетом?» – спросила Джесси тихим голосом, но с нотками удивления и гнева от того, что дочь проявила непослушание. Кланси молниеносно повернулась, прикусила нижнюю губу, но честно призналась матери, что так и было. «Сейчас же отправляйся на лестницу и не сходи с места, пока я сама к тебе не подойду». «Но сегодня суббота», – возразила девочка. «Иди». Кланси ушла, и как только она исчезла из поля зрения, Сет спросил, что это значит. «Раньше случалось, что когда я бывала очень занята по субботам, то отправляла девочек сидеть на лестнице и, иногда заработавшись, забывала о них», – пояснила Джесси. «И насколько ты ее там оставишь?» Джесси уже собралась ответить, но придумала лучший вариант. «Если хочешь, ты можешь сам сходить за ней. Может быть, если ты сам скажешь ей о том, что тебе не хотелось бы, чтобы она тобой командовала, она запомнит». «Хорошо», – согласился Сет, думая о том, что он бы никогда не решился предложить это. Нельзя сказать, чтобы он вообще не давал девочкам указаний, но он никогда не настаивал на своих словах. Он решил, что теперь настало самое подходящее время это изменить, поскольку их отношения были уже не такими новыми. «Я тут думала», – проговорила Джесси тихо, зная о том, что скоро ей нужно будет продолжить работу в другом конце магазина, «что у меня есть несколько вопросов». «Ко мне?» «Да». «Хорошо». «Мне бы не хотелось, чтобы девочки присутствовали при этом, но лично мне нужно кое-что выяснить». «Конечно», – согласился Сет, радуясь тому, что он предвидел эту просьбу. «Просто дай мне знать, когда ты захочешь поговорить». Для продолжения разговора времени не было. Они оба должны были обслужить покупателей. Вот мы и прочитали с вами 2 новые главы, и я объясню, почему именно 2 главы, а не 3, потому что 3 главы очень-очень долго делаются, поэтому я решила, что и лучше выкладывать по 2 главы, но быстрее, чем 3 главы и очень долго. Вот поэтому, я думаю, вам понравится этот новый формат в 2 главах. Очень интересно, конечно, узнать, о чем хотела поговорить с ним Джесси, и мы обязательно об этом узнаем в следующих главах, поэтому до новых встреч, мои дорогие. Всего хорошего всем. Благословений.